Приветствую всех на канале. Сегодня мы побываем с вами на Южном вокзале. Официальное название Харьков Пассажирский. Это главная пассажирская железнодорожная станция Южной железной дороги в городе Харькове. Железнодорожную станцию Харьков-Пассажирский начали строить в 1868 году вблизи Холодной горы на территории так называемой Архиерейской левады по проекту архитектора Андрея Тона. Первый пассажирский поезд на вокзал из Белгорода прибыл в 11:30 22 мая 1869 года. Уже вскоре было организовано постоянное движение поездов Курско-Харьковской Азовской железнодорожной веткой, ради которой, собственно, и строили Харьковский вокзал. Поначалу первому зданию вокзала пропускной способности вполне хватало, но количество проходящих через вокзал поездов увеличивалось с каждым годом. Поэтому вскоре было решено его расширить, и процесс реконструкции длился с 1896 по 1901 год. Обновленный Южный вокзал, спроектированный архитекторами Загоскиным и Цауне, стал одним из крупнейших. Он насчитывал 7 крытых платформ, на которые прибывали транзитные поезда. К торцу вокзала подходили 4 ветки для принятия пассажирских составов местного формирования. Над центральной частью здания, в которой размещался большой зал, возвышался роскошный купол. В таком виде этот архитектурный комплекс просуществовал 4 десятилетия. Современный вид вокзал приобрел в 1952 году, после реконструкции разрушенного во время Второй мировой войны здания. Сооружение выполнено в стиле сталинского ампира с элементами классицизма. Кстати, Холодногорский путепровод имени Магомеда Караева, с которого открывается вид на Харьков-Пассажирский, соединяет Холодную гору и центральную часть Харькова. Проходит над путями станции Харьков-Пассажирский Южной железной дороги. Был взорван в октябре 1941 года силами Советской армии в момент прохождения по мосту гитлеровских войск, входивших в город. В мае 1980 года на пилоне Холодногорского путепровода состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь рядового 82-го железнодорожного батальона 13-й железнодорожной бригады Магомеда Караева, ценой своей жизни уничтожившего путепровод вместе с фашистскими техникой и солдатами. На первой платформе можно увидеть памятник герою романа «12 стульев» отцу Федору. Его открыли в 2001 году. Бронзовая скульптура Федора размещена на мраморном постаменте. В правой руке литературный герой держит конверт с письмом, в левой руке чайник. На постаменте имеется цитата из его письма жене: «Харьков – город шумный, центр Украинской республики. После провинции, кажется, будто за границу попал». А еще в 1896 году здесь был снят один из самых первых фильмов времен Российской империи. Это была документальная лента Альфреда Федецкого «Смотр Харьковского вокзала в момент отправления поезда с начальством», которое находится на платформе. А перед вами терминал на платформу к электропоездам до станции Казачья Лопань, а также на автостанцию.
В связи с карантинными ограничениями здесь не работают эскалаторы и нет людей, а зал ожидания практически пустой. На территории Южного вокзала находится уникальный музей Южной железной дороги и железнодорожного транспорта. Он был открыт в 1967 году. Здесь можно не только об истории развития украинской железной дороги узнать, но и уникальные поезда увидеть. По прибытию на железнодорожный вокзал через северные и южные подземные туннели вы попадаете в цокольный этаж ЖД вокзала. С него можно выйти в город на привокзальную площадь. А ведь 200 лет назад на месте привокзальной площади было непролазное болото. Именовалось это топкое место Архиерейской Левадой. В ее восточной части, там где ныне площадь граничит с улицей Евгена Котляра, бывшая Красноармейская, росла шелковичная плантация. В начале 20 века здесь построили здание управления южных железных дорог, окончательно сформировав контуры современной площади, а в 1920-х годах построили здание Центра почтовой связи Харькова. Сейчас это отделение связи номер 52 и Харьковская дирекция Укрпочта. Говорят, что сначала на этом месте планировали построить «Газпром», но позже решили строить дом промышленности в центре города. Кстати, трамвайный круг раньше находился на территории современной привокзальной площади, а перенесли его на привычное для харьковчан место возле управления Южной железной дороги только в 1950-х годах. А вот современный вид площадь приобрела в начале 2000-х годов, когда после реконструкции здесь построили фонтаны. Сейчас вокзал – одно из красивейших харьковских строений сталинской эпохи, запоминающееся характерными башенками и портиком, который поддерживает 10 колонн из белого инкерманского камня. На портике, украшенном архитектурной лепкой и бронзовым литьем, установлены скульптурные группы. С обеих сторон центрального зала расположены северная и южная башни высотой 42 метра. Общая площадь помещений вокзала более 32 тысяч квадратных метров, а платформ и тоннелей 33 тысячи квадратных метров. Привокзальная площадь занимает территорию в 6 тысяч квадратных метров. Вся территория вокзала составляет почти 5 гектар. Высота здания самого вокзала составляет 26 метров. Вокзал имеет 7 пассажирских платформ, которые соединяются двумя тоннелями и наземным переходом. Именно с Южного вокзала в 2001 году отправился первый в Украине скоростной поезд «Столичный экспресс» с сообщением Харьков-Киев. Сегодня привокзальная площадь вместе со зданиями Южного вокзала, управлением Южной железной дороги и Центром почтовой связи создают уникальный архитектурный ансамбль, который является одной из самых известных визитных карточек города. Здание вокзала – это воплощение творческого соревнования нескольких поколений художников, скульпторов, мастеров барельефа и художественного литья. Монументальное и лаконичное, оно признано лучшим в стране и одним из сложных по своему конструктивному решению. Центральный зал Южного вокзала – это не просто вокзальный вестибюль, а своеобразный памятник зодчества со сферическим потолком в центре, украшенным 4 картинами, на которых изображены различные исторические события из нашей жизни.
Венчает все это великолепие роскошная люстра весом более 5 тонн. Вся иллюминация, насчитывающая порядка 300 плафонов, излучает мягкий и уютный свет, играющий на позолоте потолка. Этот зал можно образно назвать золотым. А еще в помещении Южного вокзала находится самый большой в Украине действующий самовар. Его объем 360 литров, высота почти 2 метра, а рассчитан он на 1800 чашек. Примечательно, что в 1906 году на Харьковском вокзале впервые начали работать женщины-носильщики, которые выполняли свои обязанности не хуже мужчин. А в 1912 году появилась телеграфная связь. Тогда на вокзале установили трансляционный аппарат Уинстона. А перед вами здание управления Южной железной дороги. Это монументальное здание, разделяющее привокзальную площадь на две части, и сейчас восхищает своими пропорциями. Его строительство было крайне необходимо. До этого Центральное управление дороги размещалось в 19 наемных домах, что очень мешало слаженной работе отделов. А ведь накануне Первой мировой войны железная дорога была громадным хозяйством с дневным оборотом 62 миллиона рублей. Архитекторы здания Дмитриев и Ракитин. В центре привокзальной площади харьковчан и гостей первой столицы радует самая молодая привокзальная достопримечательность – это сквер, созданный на рубеже тысячелетий силами сотрудников Южной железной дороги. Прежде на его месте парковались такси, теперь же благоухает ухоженный оазис с клумбами, аллеями, скамейками и фонтанами, а зимой с новогодней елочкой и кружащим вокруг нее паровозом. Спасибо, друзья, за прогулку по Южному вокзалу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, как всегда, до новых встреч!